Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались нашу встречу со Степаном Демуровым. На связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, с прошедшим шаббатом. Это да, и, конечно, Днем Святого Николая, который ознаменовался еще и появлением Путина со своей прямой линией. И авторшоки этой прямой линии все сейчас переживают и в геополитическом, большом смысле. Ну и, конечно, в таком персональном. Булки привезли Путину, представляете, целую корзину. И он в коем веке записал видеообращение, говорит: спасибо, подмосковный пекарь, вот тебе и от меня алаверды корзина. Ну, в общем, это так, скажем, приятности наступления вот этих, знаете, финишных дней этого года. Все готовятся к праздникам, но, судя по всему, обстановка такая, очень непраздничная. Я имею в виду... Видно. Это да, это точно. Друзья, все как всегда. Подпишитесь на Демуру и на YouTube, и в телеге. Ссылки в описании, как всегда. Естественно, следите за творчеством Степана Геннадьевича в Сити-классе. Ссылки тоже присутствуют на его аккаунт-профиль с лекциями. Интересуйтесь. Поставьте лайк этому видео, не забудьте. И, конечно же, напишите пару добрых слов в комментариях. Завтра у нас самый темный день 25-го года. Ну, солнцестояние, да, и, в общем, поэтому о темных вещах будем сегодня говорить, и о таких черных даже страницах истории отдельных личностей. QR-код, который видите возле экрана, возможность на экран чего-то вывести, что хотите, спросить, написать, высказаться и канал поддержать. Всем спасибо за суперчаты, суперстикеры и поддержку. Ну и, конечно, вопросы можно оставить непосредственно в сообществе YouTube и в закрытом клубе зрителей Шелест, и в чате трансляции, но в самом-самом конце. А вот в самом-самом начале вопрос сегодняшнего эфира. Как, по вашему мнению, удастся Трампу отмыться от наследия Эпштейна? Наследие в кавычках. Варианты. Нобелевкой за скорый мир в Украине. Победой в войнушке с Венесуэлой. Уже никак. Там и у Кремля припасены заготовочки. И еще один вариант. Никак. Это все мелочи. Вообще даже пытаться не будет отмываться. Повоняют и забудут. Это такое классическое политическое выражение для людей, которые следят долго за украинской политикой. Был такой, знаете, Зарян и Шкиряк. Повоняют и забудут. 4 варианта. Степан Геннадьевич, что новая порция файлов Эпштейна приготовила? Я бы ни один не выбрал. Тут важен даже не, по-моему, вопрос не о том, что она приготовила, а тот факт, что, знаете, Трамп был тупой, 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 как дрова. Почему? У него был, вернее, теперь уже ядерный электорат. Магаисты. И он им много чего наобещал, и в том числе открыть документы Эпштейна. Ну, во-первых, дело Эпштейна или документы Эпштейна, если кто знаком с тем, они уже давно открыты, потому что это материалы судебных заседаний. Единственное, там было не открыто, это личная переписка Эпштейна, такие вещи. Но большая часть уже давно в свободном доступе. Так что, значит, эти дурачки сделали там? Трамп, Пэм Бонди, как его... У него такой своеобразный директор ЦРУ. Патель. Патель, да. Эпстель. Патель. А эти дебилы начали редактировать все это дело, и теперь уволили. А я говорил, что, ребят, вот на конкурсе тупых они займут второе место, потому что они действительно их будут редактировать. Да. Потому что, Живого ну, места нет слушайте, там. Да, живого да места нет, нет. там даже на снимках убирают фотографии Трампа в рамочке, которые... Слушайте, вы что, не понимаете, что вам угрожает на самом деле? Вам угрожает полная потеря вашей ядерного электората. Вас уже в Майами нагнули по первое число. Кто? Кто? Демократы. Мэр Майами. Впервые там за то ли 20, то ли 30 лет. Я думал, вы о переговорах с украинской и российской стороной. Да, слушай, это одно, это мышиная возня вообще. Это отдельный бред. Слов нет. Ну, что вы хотите? Второе место на конкурсе тупых гарантировано. И они такие отредактировали. Ну, ребята, ну вы такие дебилы. Ну, понятно, что уже давно все в курсе, что Трампушка там по самые ушки в какашках. Не то, что там к чему-то можно привязаться,
в виде уголовных дел за связь сексуальную с малолетками. Хотя, я думаю, сейчас там свидетели пойдут, жертвы, все нормально будет. Но то, что вы их отредактировали, причем так отредактировали, что, ну, какие вот, в принципе, по Конституции, по американскому закону могут быть причины для редактирования файлов у Бонди и у Пателя? Одна причина. Если ведутся какие-то расследования либо процессуальные действия. Никаких расследований, процессуальных действий не ведется. Поэтому, ну, слушайте, что я могу сказать? Если раньше как-то за кулису, ну, все-таки я думал, там умные люди есть. Ошибся первый раз, но не до такой же степени, слушайте. Ну. Поэтому вот это вот главная угроза, что, ну, все, ядерный электорат, бау-бау, чау-чау. Мгм. Поэтому на промежуточных выборах их просто вынесут вперед ногами. Тогда получается, что, ну, это ведь тоже принципиально важный момент, что как бы обои-рябое. Клинтон — это ведь тоже часть клана Обама-Клинтонов. И он там во всей красе. И портрет в платье, и в джакузи, и с девочками, и с Миком Джаггером. И, в общем, там и Ну, так, слушай, и сяк. ну, Так, одно дело по Клинтон, там все знают, кто такой Клинтон, да, и все к нему так относятся. Ну, бабник, ходок. Просто вот он называется ходок. Просто, ну, хорошо, вот там доказательство того, что у чела, скажем так, он надо было в свое время лоботомию ему делать, чтобы успокоился. Ну, ничего нового. Ну, даже Трамп, ну, тоже там уже все понимали, что чувак, скажем так, мягко выражаясь, не в себе. Примат. Ну, плюс еще, да, психические расстройства. Но не в этом главное. Главное в том, что они сделали. Они взяли, отредактировали. Ну, это как в свое время Обама выпустил, не могли никак от него добиться сертификат о рождении. Типа, большая тайна, понимаете, большой секрет. Ну, так и выпустили, да, тут же ребята все проанализировали, говорят, ребята, это фотошоп, вы что, глумитесь? И Трамп, кстати, когда он в первый раз участвовал в гонке президентской, по-моему, в 2012 году, если не ошибаюсь, он эту тему всячески, он педалировал тему, что у Обамы не родился на территории США, что действительно так, и он не может быть президентом США. И одно из доказательств того, что никто не мог найти его сертификат о рождении, никто никогда не видел. Но ему объяснили, что не надо эту тему педалировать, иначе он будет бубо. И уже в 2016 году он эту тему не трогал. В принципе. И здесь он сделал то же самое. Ну, добил свой ядерный электорат. Молодец, красавцы просто. Хорошо, но как же вариант с маленькой победоносной войной против Где? Венесуэлы? Ой, какая там война. Они теперь не знают, как оттуда выбраться. По большому счету. Они же как думали. Ну, если они... Еще раз, я после того, как они отредактировали эти файлы Эпштейна, думать они не умеют от слова совсем. Точка. Вот. Они как думали? Пытались думать, скажем так. Искали друг от друга неокортекс. Тщетно. Мы сейчас Мадуру до усрачки напугаем, а потом мы ему предложим: Мадура, бери чемоданы, собирай чемоданы, мы тебе все гарантируем в натуре. И уезжай куда хочешь. Хочешь в Россию, хочешь в Китай, хочешь к своему другу, товарищу Ину. Куда угодно. Даже денег дадим. Ну, Мадуро, посовещавшись со старшими товарищами, послал. Потом они так подумали: а мы сейчас будем, значит, творить беспредел с лодками. Просто убивать ни в чем не повинных людей. Без какого-либо предоставления доказательства вины в открытом море, международных водах. Это военное преступление. В Конгресс сейчас этим занялся так очень плотненько. Вопросом. Тоже не подействовал. Хорошо. Тогда мы объявим тебе блокаду. Объявление блокады морской – это объявление войны по международному праву. Тоже сидит там, какие-то приколы отмачивает в эфире. Ладно, мы арестуем танкер. Ну, арестовали, угнали. Ну, Мадуро там собрал какие-то свои старые фрегаты. Они теперь, значит, 3 танкера через блокаду провели на сопровождение этих стареньких фрегатов. Пиндос так: оба, что им делать? Все.
что делать-то будем? Не сработало. Как теперь из этого выбираться? Выходит рыжий клоун и говорит: это значит наша нефть, это наша земля, американская. То есть. Думаешь, чувак, ты совсем, что ли, уже кукушкой поехал? Это вообще суверенная страна, и то, что под землей, вам не принадлежит. Ну и понесло его так, минуточку. Еще 2 дня назад все начиналось с наркотрафика, потом превратилось в наркотерроризм. Непонятное такое определение. Теперь, значит, все просто. Нефть. Нефть, земля, все наше. И все, вот, знаете, аналитики, эксперты, там, ученые говорят: да, это вопрос о нефти. Чуть на нефти. Я тоже так думал. Ну, во-первых, вопрос не о нефти, а о присутствии Китая в плотном Венесуэле и в новой доктрине США четко говорится, что мы будем выдавливать наших соперников из тех стран, которые нас интересуют. То есть будем выдавливать в первую очередь из западного полушария, будем, значит, практиковать доктрину Монро. Ну, мало кто знает, что такое доктрина Монро на самом деле, так вот, судя по наблюдениям за говорящими головами. На самом деле она была сформулирована в свое время президентом Монро. Она заключалась, это было после эволюционных победоносных войн в Латинской Америке против испанцев, португальцев. И она была, заключалась в том, там было 3 пункта, дай бог памяти. Первый пункт заключался в том, что никто не может устанавливать свои правила и захватывать страны в Латинской Америке, в нашем полушарии. Второе – это то, что европейцы не должны использовать военную силу для смены режимов и смены власти. И третье – это то, что американцы не будут вмешиваться в европейские дела. Немножко иная доктрина, чем нам преподносят. Но тем не менее. И потом начинают думать: так, что-то как-то сложновато для них. Ну, явно это вот... Они даже не понимают. Вот реально не понимают. Стал интересоваться вопросом. Ну, а что там это самое? Еврейцы так возбудились по поводу Венесуэлы. И там это, как ее, Эдельсон, мадам, тоже так возбудилась. Рубик, как его, кажется, у него кликуха была во Флориде во время его сенаторства, нарко-марко. Ни много ни мало. Вот. И мадам Эдельсон, тут вот они Хануку отмечали в Белом доме, она сказала, что она даст на следующую избирательную кампанию, на 3-й срок Трампа, уже 250 миллионов долларов. Тут же товарищ Гершевец, по-моему, известно, у них там есть такой адвокат, специализируется на конституционном праве, презентовал Трампу припринт своей книги, где он изучает возможность, на самом деле, обхода 22-й поправки о количестве сроков, ну, как в некоторых других странах. Не 2 срока, а 2 срока подряд нельзя. Того подобное. Я думаю, так. Венесуэла — это дело, значит, с этого Рубика. Нарко-марко. Можно сказать, дело его жизни почти что. И тут я вспоминаю одну интересную вещь. Так, а что было в Ираке? А в Ираке, оказывается, была такая, если кто помнит, замечательная программа «Нефть в обмен на продовольствие». Мгм. После того, как американцы поменяли там режим, восстановили демократию в стране. И основным бенефициаром этой программы был Израиль. Был такой товарищ Рич, трейдер нефтяной, которого было, он был в списке FBI Most Wanted. И за неуплату налогов вообще махинации совсем не вся. И последний Клинтон выпустил ему пардон президентский буквально за 5 минут до истечения своего срока. Ну, Значит, тот самый в платье. ну да. Вот. Выпустил А из-под потом, платья. да, а потом думаю, мне же когда-то рассказывали все это, объясняли. И мы вместе смеялись. Короче, значит, этой программой практически Нетаньяху, который был министром финансов Израиля, он, Рич и Гленкор,
Они просто воровали иранскую нефть в рамках этой программы. С полного согласия США. Израиль получал очень дешевую нефть, и на этом его экономика поднялась во времена, когда Нетаньяху был министром финансов. Все, кто участвовал в этой схеме, перевозка, транспортировка, логистика, в том числе турки, те же ливанцы, они имели свой кусок. И все были счастливы и довольны. Но потом что-то не сложилось, да. В Ираке появилось другое правительство. И тут так, батюшки, ну это же второй Ирак. Венесуэльская нефть. Режим там практически, сейчас они вот его прям снесут. Будет программа бардак, программа какую-нибудь замутят, нефть в обмен на продовольствие. И поскольку еврейцы проявляют такой интерес, все стало на свои места. Все очень просто. Израилю нужны бабки, Израилю нужна дешевая нефть. Ну, вы знаете, насчет Израиля тут как бы вы как в воду... Все очень просто. Да, вы как в воду Какая глядите. геополитика, посмотрите на их лица. Приходит Там такого новость. интеллекта никогда не было. Приходит новость. Нетаньяху планирует обсудить с Трампом возможность нанесения новых ударов Да, по да, Ирану. NBC да, News да. вот буквально сообщила во Не время просто нашего по эфира. Ирану, а по ракетной программе Ирана. Именно, потому что Ну, поскольку ядерную они баллистическая... уничтожили, Да, баллистическая ракетная программа, вот она, несмотря на удары, существует. В Иерусалиме считают, что Трампу необходимо предложить варианты этого удара. Также Израиль отслеживает восстановление объектов по обогащению урана, которых били Соединенные Штаты Америки. Встреча Трампа и Нетаньяху будет в конце месяца во Флориде. 29-го, да. По информации источников, израильский премьер намерен настаивать на том, чтобы бить срочно. Слушайте, ну, так и второй раз ударят. Чего нет? Я говорю, Трамп, будь мужиком, помоги еврейцам самоликвидироваться, реши еврейский вопрос на Ближнем Востоке, будь мужиком. Но у него промежуточный выбор на носу. Айпак айпаком, но, судя по всем опросам общественного мнения, еврейцы стали токсичными, примерно такими же, как и украинцы в Америке. Особенно среди молодежи до 40 лет. А с другой стороны, ввязываться в весьма и весьма непонятные истории в Венесуэле, и я напомню, Венесуэла, она огромного размера, там джунгли в 3 уровня. И местное население, а также колумбийцы, бразильцы и вообще Латинская Америка, они не будут возражать, если за денежки им скажут, ребята, идите грингус постреляйте. Постреляют их, мама, не горюй. Непонятная вообще афера с непонятным входом, непонятным выходом. А тут еще иранская афера. И тоже непонятная. Но еще раз, это с моей точки зрения, я пытаюсь, что ли, я даю им фору, в том смысле, что у них больше, чем 2 нейрона. Судя по тому еще, что они сделали с файлами Эйнштейна, там у них максимум столько же нейронов, сколько у беременной блондинки. 2. Степан Геннадьевич, но мы понимаем, что вот это все наслоение, да, вот таких проблем как-то очень и очень отдаляет внимание, да, перемещает фокус с Украины на 100%. Вот прям это заметно. Они уже практически вышли из Украины, об этом говорят многие эксперты, и переложили все как бы на Европу. Но Европа, смотрите, какая мощная. Сегодня такой очень интересный эпизод был в Киеве, вот буквально над Киевом, в общем, пролетал, так сказать, дрон странный и нес флаг российский. Ну, кто-то, видимо, решил, так сказать, пощекотать нервишки. Первым делом выбежала полиция, сказала, это все фейки, и ПСО, искусственный интеллект. Не верьте, не было такого. Ну, все сказали, ну окей, не было и не было. Знаете, как не смотрите наверх. А потом проходит несколько часов, и они опять выходят. Да, мы проверили, было. Летал такой флаг российский над Киевом. Как это все случилось? Ну,
дело-то ясное. Да? Все видят прекрасно, как наносятся удары в глубине России, и причем так причудливо рисуют эти 2000, 3000 километров. Ну, понятно, что это все диверсия внутри, и кто-то запускает дроны. Здесь ярчайше продемонстрировано, что это, в принципе, может быть и так. Хотя, если честно, ну, тут про диверсантов я в эту версию не верю абсолютно. По одной простой причине. Потому что несколько случаев было, вот летом, например, в пригороде Киева женщины напились, ну, женщины, и врубили на всю катушку, на всю Ивановскую «Матушка-Земля», танцевали, пели, приехала полиция, ну, как бы им ничего не угрожает, ну, в общем, как-то оштрафовали, что, типа, громко слушали музыку. Это все равно выразитель такого протеста против того, что происходит. И против, в том числе, внутри того, что делает Зеленский. Зеленский сегодня давал обширные комментарии. Короче, Трампа он послал окончательно. Завершились переговоры с Не украинской просто стороной. послал, а еще и похоронил. Еще и Он же что похоронил. сказал? Ну, типа, президенты живут и умирают. Переможемо, переможемо. Да. Я молодой, Чувак вообще. да. Я всех переживу, я молодой. А, Да, лишняя дорожка что-нибудь сделай, да? Смотрите, ну, как бы неужели нету права у Трампа на Зеленского? А зачем? Еще раз, все эти сказки о том, что Трамп хочет мира, еще что-то с Россией. Ну, ребят, вы написали бумажки, там, какие-то идиотские планы предлагаете, потому что план Дмитриева, Виткофа, ну, это просто дебилизм, дебильность. Единственное, там было интересное, я еще до появления этого плана, наверное, месяц назад, месяц где-то ну, так писал, говорил, ну, вот прикольно, если сейчас европейцы свои ручки загребущие в конфискованные активы запустят, а тут выйдут пиндосы и скажут, а мы тут с русскими договорились, что на паритетных началах инвестируем их в американскую экономику. Ну, смотрю на план, думаю, о, ребята, либо конспектируют, либо слушают. Ну, на самом деле, дебильный план. Я говорю, он, как я говорил, это он равносилен капитуляции России. Но даже не в плане дела, а в последующем обсуждении. Вот Мерц на переговорах с Уиткофом и этим Хабадник-то его, Зятек, все время забываю. Ой, ну не суть важно. Витков, Мгм. Мерц говорит, что, значит, мы тут все согласовали, доработали, и вот наши предложения. 800 тысяч украинская армия. В Стамбуле было 200. В плане 600. Ну ладно, бывает. И зона, свободная от оружия и демилитаризованная зона, 125 километров от границы. То есть, еще на российской территории. Ну, ладно, Мерц такой товарищ, ему простительно. Но эти-то двое, Кушнер и теперь первого забыл, Уитков. Риэлтора. Витков, сидят так спокойно, слушают, да, вроде да, да. Что за пассажиры какие-то странные, что за непонятная возня. Ну, то есть, грубо говоря, процесс ради процесса. Ну, у людей с их гаплогруппой это нормально, на самом деле. Не ради целей, а вот живем процессом. Процесс ради процесса. Поэтому все ни о чем. Ну, ни о чем. И возвращаясь к вопросу, а зачем это штатам нужно? Штатам нужно всячески обескровить Россию. Так они Поэтому погрязнут, подождите. Сейчас Украина выглядит такой, знаете, черной дырой, куда ты только вот как в топку. это европейские, еще минуточку. Это больше не американские деньги. Это европейские деньги. Вот пусть это будет черная дыра Европы, пусть они, чем быстрее Евросоюз загнется, тем лучше штатам. Так Они же написали, что мы будем бороться с Урсулой. Фон пока дер Ляйен. толстый сохнет, худой сдохнет, понимаете? Ну вот, поэтому, ребята, это теперь ваша проблема. Чем больше черная дыра, тем лучше. Мы посидим, подождем. Вот. А почему они так делают? Ну, еще раз, нанести на стратегическое поражение России, они это свято верят, американцы, что вот еще чуть-чуть, сейчас мы еще такие санкции, там это Милашка Бессент обещала,
еще что-то. Ну, все по книжке этого, по плану группы «Алхимия» британской. Проблема-то в чем? Это даже не проблема. Ну, Путину, скажем так, сильно повезло. Да и всему цивилизованному миру сильно повезло. Американцы, американская разведка всю свою информацию черпает касательно ситуации на Украине, ситуации в России, черпает от ГРУ и СБУ. То есть от британцев. Ну, то есть это сегодняшняя публикация Reuters о том, что Путин хочет захватить всю Украину. Это как бы ему Нет, Буданов ему топил. придется, ему деваться некуда. Часть возьмут поляки и венгры. Деваться. Просто сейчас много раз объяснял, почему этим все закончится. Ну, тот же Сеймур Херш, например, выходит с новым сливом. В России такая страшная экономическая ситуация, что не могут взять кредиты. Так думаю, блядь, ну, что, дебил, что ли? Ну, спросил, навел справки. Все, пора. Вся информация идет от СБУ и ГРУ, то есть от МИ-6. Поэтому это замечательно, прекрасно, когда противник вообще ничего не понимает, что у тебя происходит. Это прекрасно. Это вот, ну, я не знаю, как это описать. Еще раз, Путину сильно повезло с таким противником. Значит, сегодня что нового, да, как бы Зеленский? Хотя это как новое, забытое старое. Это уже муссируется Хм, которую неделю. Значит, мы готовы отводить войска из Донбасса, но ровно на такое же расстояние, как россияне отведут Да, войска. ну, да, это все мышиная возня. И Ну, экономическая зона там свободная будет. да, 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 да. Ну, то есть Большой получается, дата-центр огромный такой построен рядом с Запорожской АЭС, да. а деньги, это же самый великолепный вопрос, европейские деньги, да, 90 миллиардов, которые на 2 года. Зеленский говорит, это победа, победа. Нам, правда, конечно, мы, конечно, рассчитываем на 217, но это тоже победа. Знаете, почему победа? Потому что Украина их будет отдавать только тогда, когда Россия начнет платить репарации. М, То Да, есть только еще вопрос, а эти вообще деньги придут или нет. могут не прийти? Конечно, ну, смотрите, ведь только в долг они возьмут только 2/3, насколько я понимаю. Значит, тому же Мерцу придется объяснять своим сильно недовольным избирателям уже, что, братва, мы тут уже 12 миллиардов выделили за счет вас, Украине. Придется еще, наверное, миллиардов 20 выделять. Но самое интересное не в этом. Заметьте, кто больше всех выступает за войну и всячески ее продвигает, это бриты. Так, а где бриты в финансировании? А их нет. Красавцы. Поэтому я сильно сомневаюсь, что эти деньги найдут. Еще один такой стрёмный момент для европейцев. ЕЦБ ж вроде доску свои, да? Ну, понятно, это банк Ротшильдов и тому подобное. Но все равно в доску свои, ну, европейцы, все-таки Евросоюз. Выходит Транс Лагард и говорит, не-не-не-не-не, мы ничего финансировать не будем, ничего гарантировать не будем сами. Никаких выпусков евробандов от лица Еврокомиссии не будет. Нормально. Так, а сами это как? А вот придется им изыскать внутренние резервы. Судя по всему, это будут, во-первых, не евробанды. Ну, я имею в виду не долговые обязательства Еврокомиссии, то есть Европейского Союза, а это будут дополнительная долговая нагрузка на коалицию желающих. То есть каждая страна выпустит свои евробанды, ну, вернее, банды, да, это другие, просто свои облигации возьмет, увеличит на себя долговую нагрузку. Ну, еще что-то, поскольку это 2/3 они собираются этой суммой финансировать. Но остальное придется где-то найти за счет социальных программ в бюджетах. Что очень и очень маловероятно. Принимая во внимание то, что основные члены коалиции желающих, это кто там, Германия, Франция и Британия. Но они, ну, Германия еще не банкрот правительство, Франция и Британия уже банкроты. И, скажем так, объяснить электорату, который, ну, уже и так очень недоволен, судя по рейтингам великих лидеров перечисленных стран, что нужно еще затянуть пояса и еще где-то найти, условно говоря, там 30 миллиардов долларов. Ну,
как себе идея. Поэтому может не пролететь. То есть, если... И еще там такое тоже интересное развитие, на самом деле. Всплыла информация, что одним из вопросов, который обсуждался во время 5-часовых переговоров Кушнера, Виткофа и Путина, был вопрос о возобновлении работы северных потоков. То есть, вот лично мне говорит, ну, информация, скажем так, возможно, это так, ну, она скорее похожа на реальную информацию, а не на вброс. Потому что это означает одно, что товарища Мерца и всех этих зеленых, либералов, их уже списали просто в Вашингтоне. Ну, Мерц барахтается, вы же видите, какой он потужный. Ну, он очень потужный, просто очень потужный. А что он барахтается? Он же был этим директором BlackRock по Европе. Мгм. Инвестиции BlackRock в Украине, мягко выражаясь, меняют собственника. Поэтому он их должен защищать. Он их защищать пытается, как только может. Есть ли рацио в том, что у Зеленскому, ну, у Зеленского есть четкий дедлайн, короче, воевать любыми путями, тянуть вот эту волынку, что он сегодня сделал опять, отворот-поворот Трампу, ну вот еще год до выборов в Конгрессе. Об этом Путин говорил. Так а в чем задача? Вот смотрите, ну там территории еще больше разрушатся, война будет еще более кровавой. Никого не волнует. Нет, ну, как бы выгоды от этого... Вы еще говорите, денег не дадут из Европы. Так это если воевать без денег еще год. Так это если, между прочим, деньги дадут только при условии, что начнется тотальная мобилизация с 18 лет. Потому что дырки на фронте надо затыкать мясом. Мяса нет. Откуда его взять? Тотальная мобилизация. Только при этом условии выделят деньги. Это никто и не скрывает. Поэтому задача какая? Они реально считают, что добавив каких-то экономических санкций и тому подобное, можно свалить режим Путина. Либо вынудить его пойти на условия Европы. Ну, гулаг, как говорится. Как говорил Сузвернов в известном фильме ДМБ, Ихтиандры. Ихтиандры, да. Значит, выходит материал достаточно интересный. Financial Times публикует директора Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия мнение Ханна Нотте. Значит, и он приводит, ну, целая колонка у него, там, расширенный комментарий, приводит заявления европейских военных и политиков, которые предупреждают, что уже пережили наше последнее лето мира в Европе. И что Европа якобы, ну вот, предстоит... Ну, Европе предстоит погрузиться в войну масштаба, какой не видывали деды и прадеды. Это то, что собственно, и Мерц говорил. Помните? Что наши там деды и прадеды, вот это вот все. Ну, только там надо уточнять. Деды — это, например, Вторая мировая, прадеды — это там Первая мировая, или, может, уже как-то сдвинулось. Неважно. В общем, смысл в чем? Что вот этот эксперт, директор программы, да, Нотте, он говорит, что это самосбывающееся пророчество какое-то нависло над Европой. То есть, ну, в оконцовке вот это незавершение войны как раз-таки вполне себе может, ну, как бы перерасти в войну с Европейским Союзом. Что вы думаете об этом? Если это Европейский Союз без США и Турции, без шансов вообще. Поэтому я думаю, это исключительно пропагандистская кампания, знаете, такой информационный террор для собственного населения, в который они сами начинают верить. В этом я согласен, да. Потому что, как много раз говорилось, это единственное, что сейчас... Это единственная идея, которая держит Евросоюз. Нет, тогда просто понятно наличие 800 тысяч армии ВСУ как гарантия безопасности для Украины. Это после завершения войны. Потому что они понимают завершение войны по-своему, мы по-своему. И, честно говоря, если посмотреть на ситуацию на поле боя, ну, мне как-то их понимание фиолетово, слово совсем. Ребят, вы там живете в своем мире,
каком-то непонятном, и живите. Насчет поля боя. В дурдоме это самое очередной день открытых дверей. Что называется. Насчет поля боя. Очень тревожное сообщение поступали вчера, сегодня они тоже, собственно, подтверждаются о том, что вот Гуляйполе, которое упоминал Путин в ответе, там у него был целый комплекс этих ответов, и он прям по карте, знаете, вот это, тут Константиновка, тут дорога на Славянск, тут там еще что-то. Значит, Мирноград, который там, Димитров, сегодня, кстати, он пропал из карт украинских дипстейт. Так все, его еще вчера там зачистка идет, только с другой стороны. Поэтому, в общем-то, все. Причем, если я не ошибаюсь, там как раз обнулили 94-ю бригаду, по-моему, самую десантную украинскую, самая мощная и дееспособная бригада была. Ну и в Гуляйполе, конечно, ситуация аховая, потому что там чуть не открыли огонь по своим, те отступили, те не поняли, кто это идет. В общем, короче... Это называется работа заградотрядов украинских. Много раз документированный феномен. Вы же понимаете, в чем дело. Нам же не пишут и не говорят украинцам, украинские, что там, заградотряды или еще у украинцев нет возможности пользоваться интернетом, их Google забанил. Знаете, одно дело не знать, другое дело не хотеть знать. Точно так же и в Купянске информация о том, что клешню срезали, Зеленский браво выступил и усилил переговорные позиции на табличке, за неделю как-то выветрилась эта информация. Томатские бои, на самом деле, но там действительно было, насколько я понимаю ситуацию, там были адские бои. Контрнаступ, который был, он был такой серьезный очень. Вроде отбились. Как вы оцениваете положение дел на фронте? Оно все так же очень и очень параллельным курсом идет с политическими решениями и вот этим переговорным или псевдопереговорным процессом? Я вам задам другой вопрос. А вы уверены в том, что люди, принимающие решения на Западе, обладают реальной информацией о положении на фронте? Я абсолютно не уверен. Нет, смотрите, об этом много раз говорили. Я смеялся, второй день смеюсь уже. Извините, если там повторяюсь из эфира в эфир, но это правда смешно. Когда Зеленский говорит, что мы передали нашим западным партнерам местоположение Орешника в Беларуси, это правда гомерический хохот. То есть один день, сутки, по-моему, да, или там чуть больше, обрезали, помните, спутниковые снимки американцы для ВСУ, и все, и Курск полетел, покатился назад. Был такой период. Потом вроде вернули, там уже было, в общем, все решено, все понятно. А тут, получается, откуда Зеленский знает, где Орешник? Понятное дело, от западных, скажем. Я не думаю, что это сильно большая тайна, где там Орешник стоит, потому что такое оружие, которое должно быть под контролем. Оно есть, оно где-то там. Окей. А Зеленский ходит этим, кичится. Мне кажется, что все-таки у Запада есть информация и про погибших, и про реальное продвижение. Есть, но еще раз, эта информация, принимающим решение, она подается совершенно уже в пережеванном виде. И информация это, как я сказал, откуда берут информацию американские разведки, да. И информация-то служит не для анализа принимаемых решений, а для оправдания уже принятых. Это разные вещи, абсолютно разные вещи. Отсюда вот такие выступления и такое поведение. У европейцев просто другого выхода нет. Американцы там своими розовыми слониками живут. Думают, вот сейчас мы тут надаем, тут надаем. Путин согласится, а если мы еще там морковкой какой-нибудь помашем, то, может, даже и от Китая отползет. То есть, ребята живут в своем мире. И это хорошо. Это очень хорошо. Орбан выступает и сравнивает Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном. Говорит, конечно, есть большие европейские традиции, ведь Россию уже пытались атаковать, скажем, Наполеон, не так ли? Гитлер тоже. У них ничего не получилось. А теперь, разумеется, Кая Каллас это, конечно, удастся. Иронизирует Орбан. Видосики пилит о том, как он под
как это, Отличный охотники, видосик, кстати, сделал. Охота за охотники, да, привидениями, да, охотники за привидениями, это музыка, да, Ghostbusters, и отлично. он выходит и, собственно, чешет на европейскую встречу. А, Тяжело с соседями. Понимаете, вот если бы условно, да, готовилось нечто такое, что Украина вот так нужна со своими 800-тысячной армией, со своими дроновыми этими всеми разработками, как страна, как умеющая воевать в новой вот этой вот войне, да, ну так бы ее бы не перелопатили. Сегодня Зеленский, он там оправдывается за Одессу. Говорит, я там, наверное, сниму, или уже снял, да, сейчас новости идут, вот этого командующего, который за юг отвечает, Карпенко у него фамилия. Вообще, как бы и партнеры западные такие-сякие виноваты, ракеты к ПВО не поставляют. То есть не складывается логически. Если Ну, настолько ПВО ракет важный... просто нет, еще раз, это у них нет ракет. У них нет ракет, они физически еще не произведены. Потому что я много раз говорил, у них совершенно другая концепция была ведения войны. Раз-раз, пару недель папуасы в ужасе бегут. Тут полномасштабные боевые действия, протяженность фронта более 1000 километров. Ну, что вы хотите? У нас нет столько ПВО, у них, не, я имею в виду, у них нет столько ракет ПВО, это реальный факт. Откуда их возьмут? Тем более, правильно сказал Рубио, ну, поставим им батарею ПВО Патриот. Ну, что, русский через неделю ее уничтожит. Смысл? Напоминает, как пленки Минтича. Жалко денег Вот именно, жалко денег. Они самим нужны. на укрытие. Потому что Жалко там на денег. Тайване воевать, на Ближнем Востоке воевать еврейцам, поэтому там нужно. А здесь все. Ну тогда получается, Украина никакой не актив, Актив. а Еще раз, пассив. пока она наносит ущерб России, и пока она борется за свободу, на нее можно повесить все, что угодно. То есть, вообще все, что угодно. Ну, можно танкеры, скажем так, атаковать не только в Средиземном море, скажем, и в Балтийском. Украинцы трубопроводы подрывают. На все руки мастера. На них можно повесить все, что угодно. Самое главное, они наносят ущерб России и раскачивают ситуацию внутри России. Ну а как поражение в Каспийском море вот этих вышек Да, тем более, да. раскачивает ситуацию внутри России? Я не знаю, это надо спрашивать. Это наносит экономический удар, урон могучий, который рано или поздно воздействует. Вот. Но вот они так думают. Еще раз, почитайте, кому интересно, найдите проект «Алхимия» британский, почитайте их материалы. Вы все поймете, откуда берется, почему так все происходит. И насколько сумрачный британский гений уже давно не гений. Вы довольны прямой линией Путина? А я не смотрел. Мое нацпредовское нутро как-то не позволило тратить столько времени. Вот если бы Дмитрий Анатольевич вел, я прилип бы к экрану. Чтобы столько мемов бы можно было разобрать. Ну, просто все как, собственно, обычно. Украинские паблики смеются над экраном, где пишут вопросы, пропуская, например, вопросы из Днепропетровска. Тоже такой троллинг, да. Вот эти, когда общий план выхватывает эти все вещи. Как всегда были такие эпизоды полукурьезные, были такие слезливые, трогательные. Ну, например, что должен делать, что самое главное для 13-летнего мальчишки, там хорошо учиться, чего-то там, друзья. Плодиться, 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 как завещал Великий Ленин. Да? Нет? Не в этот раз. Маму любить надо, ответил Путин. То есть такие какие-то, знаете, важные вещи. Но ключевым, наверное, было сигналом это то, что выборы надо проводить на территории России, выборы в Украине, потому что 10 миллионов украинских граждан. Вот Да, это вот очень как-то интересный неудивительно. момент. Да. Надо Ну, открывать. А как же 10 миллионов не проголосуют? Они же граждане. Это не демократия. ну, я так понимаю, что это там Зеленский это уже дважды отреагировал на это за сегодняшний день. Но я так понимаю, это Трампу сказано было Путиным. Знаете, я вот реально, я на этот шум. Пусть там... Ну, слушай, на этом делают бабки все.
политтехнологи, эксперты, еще кто-то. Ну, пусть делают. Ну, бюджет, правда, не резиновый, как оказалось. Ну, пусть делают. Ну, мне это неинтересно слово совсем. Ну, то есть никаких выборов в Украине не будет, вы считаете? Может, и будут. Ну, а что это изменит? Это будет, на самом деле, большая ошибка Кремля. Потому что есть, скажем так, западная мягкая сила, британская, вернее, прекрасно работает, прекрасно развита система всех этих НКО, агентуры, сатрапов по всем странам постсовка. Есть, как показал опыт, так сказать, российская мягкая сила, работа которой сводится к тому, что бюджет выдали, его надо пильнуть на полную катушку. И все. Поэтому без шансов. Если, скажем так, что-то от Украины останется, и там будут хотелки, переделки, свистелки, что там будет какой-то пророссийский режим, ну, может быть, да, там первый год, может, второй, два. А потом все, опять все будет, вернется на круги своя. Запад вернется на круги своя. Ну, и нафиг это нужно. Так-то какой выход из войны? Ну, выход, я сказал много раз. Позиции сторон, они несопоставимы. Война идет между Западом и Россией. Если позиции несопоставимы, и Запад настаивает и будет воевать до последнего украинца, что нам остается делать? Воевать до последнего украинца. Потому что, еще раз, единственное, что может спасти Украину, это нейтральный статус. Никакой армии там 1100. И никаких военных баз. Ну, спасет эту Украину, конечно. Почему? Потому что никому не будет нужна. Но это если поверить Западу. А Западу верить нельзя, поэтому что-то от Украины, может, там пару областей останется. И тогда Украина будет нужна, не нужна Западу, поскольку выхода к морю нет, никакой потенциальной угрозы и серьезного вреда России нанести не может. Россия тоже не нужна, потому что от нее никакой угрозы не исходит больше. Все. Этим все и закончится. Так а что останется на территории под названием Украина? А я не уверен, что она вообще даже останется. Потому что часть будет поляки возьмут, часть венгры. Не возражают от слова совсем. Возможно, какой-то, ну, останется там к западу от Киева. Будет Украина. Просто понимаете, когда идет вот эта риторика «отрезать от моря», тут надо понимать технологию этого процесса. Нам в последнее время демонстрирует российская сторона, ну и, собственно, почему убирают этого, там, вот, проблемы с ПВО, там, нет ПВО или какие-то проблемы. Ну, вот, Вопрос встречный, а что этот человек может сделать? ну, тут вот сложный момент, понимаете, но тогда возникает, подождите, возникает следующий вопрос. Это же цепочка вопросов. То есть шандарахнули по этому мосту раза 3-4. Потому что сегодня, вот в момент нашего эфира, тоже сообщили, что опять бьют по маякам. Это узкое горлышко Одесской области. Мост, причем там и били и кассетами, и баллистикой, и дронами, и, в общем, и они-то вроде как запустили сегодня частично там одну полосу этого движения, только для легковушек. Я так понимаю, что опять туда бьют сейчас, оттуда приходят новости. То есть, видимо, эту нитку, в общем, перерезает Россия. Но это же не говорит о том, что там прям будут фланговыми прорывами. Не будет никаких фланговых прорывов. В армии просто не будет. Фронт рухнет, и армия будет недееспособна украинская. Там делай, что хочешь. Ну что, сейчас что мы имеем? На юге порядка, если не ошибаюсь, непонятно, что делали, отдыхали, тренировались порядка 200 тысяч в резерве. У нас группировка, которая зачистила вчера или позавчера, началась зачистка, все сломлено, Мирноград и Покровск, она сейчас усилена, если не ошибаюсь, до 150 тысяч. Ну, значит, вот такие вот планы у командования идти до Днепра, переходить Днепр, особенно на юге, идти дальше. Начали снова работать по Херсону.
Поэтому я думаю, что при нехватке резервов, при отсутствии резервов, что фронт просто рухнет. Ну, тут подсказывают маяки, не маяки, маяки. Ну, в Да, общем, хоть это Купянск, очень важно. Это хоть, принципиально. хоть Купянск, понимаете? Да, да. Просто тут же возникает другой момент. Так, а румыны чего с А что же? молдаванами? А чё, ну, что румыны? Молдаване там могут что-то замутить в Приднестровье. Ну, толку-то. Реально, ну, замутят хорошо, устроят там о, кучу. Ну и да, а дальше что? Как это нанесут, отвесить Путину пощечину, как говорят британцы. Ну, отвешивайте, а, собственно, чтобы ее отвесить, это придется боеспособные части с фронта снимать. А они у вас есть. Вы их уже все похоронили в этих фортецах. Ну, а что румыны? По их территории бьют? Нет. Ну, залетают там дроны, они возмущаются. Ребята, как я говорю, понимаете, если НАТО готово, они могут использовать любую провокацию. Они могут ее создать элементарно. Но не готовы они. Ну, совсем. Пока. Поэтому, я думаю, вполне можно спокойно испытывать пятую статью договора НАТО. Элементарно. Ничего не будет. Это те же коричневые линии, что и у кремлевских. Никто не полезет. Все очень хотят жить. Одно дело говорить, одно дело пугать население, а другое дело реально посылать войска и получать очень много трупов с таким электоральным рейтингом, который у них есть сейчас. В таком экономическом положении. Поэтому. Путин на прямой линии говорил, что вообще все великолепно с экономикой. Ставочку понизили, Да, да, инфляция низкая. инфляция, безработицы почти нет. В общем, У Набиуллина такое давление, оказывается, она такой молодец, он всячески одобряет. Ну-ну. получается не страна, а райские кущи. Хотя это Да не то слово. Это в учебниках экономики будет. Как вот европейцы будут изучать опыт, они уже изучают опыт. Ну, Путин мало что в экономике понимает, как мы уже все давно убедились, когда он нам объяснял, как хорошо, когда $1 был 40 рублей, а вот раньше мало давали, теперь много. Ну что, ну в России две экономики еще раз. Вот сейчас все, вторая экономика уже, вернее, это разделение окуклилось. Окончательно об этом давно говорилось, что к этому все приведет. И вдруг я с удивлением узнаю, что лучшие экономические умы страны вдруг говорят о том, что надо бы это учитывать в моделях Центробанка российского. Я тут возбудился, думаю, ой, у них модели есть, дайте посмотреть. Там была удобная ссылочка, я кликаю и попадаю на страничку, на страничку Центробанка, где, значит, модель экономики России. И тут меня накрыл гомерический смех минут на 5. Ой, ну там такая примитивная моделька, да. Даже это не стоит обсуждения, просто потому, что лет, наверное, 5 назад ФРС, Сент-Луис, у них мощнейший там экономический исследовательский центр. И уж какие модели макроэкономические, исходя из современных понятий макроэкономики и аксиом, строят там, да, нашему ЦБ и этим моделистам не снилось. Я такие модельки видел последний раз у аспирантов этого самого экономфака у товарища Шейкмана в Чикаго. Так вот, ФРС, они, когда начали понимать несколько лет назад, что что-то как-то все их действия не совсем соотносятся правильно с экономической ситуацией, по-моему, был год, наверное, 13-14, уже 10 лет назад. Они сделали исследование постфактум и пришли к неутешительному выводу, что самые крутые все эти макроэкономические модели ФРС, экономики США, мировой экономики, все это чушь собачья.
никакого отношения к действительности не имеют. А тут, значит, ЦБ России, оказывается, использует модельки. Я думаю, откуда у них такие слова? Откуда они такой бред несут? Про каких-то эффективных собственников, еще что-то, еще что-то. Нате, распишитесь. Но, тем не менее, да, инфляция снизилась, прекрасно, замечательная инфляция, есть только одно но. Месяц к месяцу цены для потребителей и цены в промышленности в России упали на процент. Значит, попытаюсь объяснить на пальцах. Какой-то бербок, полный бербок. Издержки растут везде. В 2026 году эти издержки вырастут еще больше. А цены, вот эти несчастные капиталисты, кровопийцы, вынуждены снижать. Почему? Потому что потребитель накрылся бербок. Полный бербок. Это вот во второй экономике. Поэтому есть экономика, еще раз, это танковая, скважинная, ВПК и скважина, бензоколонка, ВПК и бензоколонка. Туда пока деньги идут. Есть вторая экономика. Все остальное, оно просто схлопывается. Я просто это вижу. И по всем опросам, то есть, более того, значит, выходит тут Минфин, говорит, что, черт возьми, налоговые поступления в бюджет на 3 триллиона меньше за 9 месяцев. Почти на 30%, чем планировалось. Так. Утильсбор тоже значительно меньше, чем планировалось. Еще раз, я помню, на вашем эфире тоже говорил, что есть такое эмпирическое правило в макроэкономике, называется кривая Лафера, которое говорит о том, что пока вы повышаете налоги до определенного момента, у вас экономика на самом деле ускоряется. После того, как прошли пик, у вас при повышении налогов экономика начинает замедляться и в результате начинает схлопываться. Ну, еще раз, это такое сакральное, почти недоступное знание для нашего Минфина ЦБ, что они в него попали, уже год в нем, в этой ситуации даже больше. Но, тем не менее, на 2026 год планируют дальнейшее увеличение налогов, поборов и всего остального. Ну, не будем называть тарифы естественных монополий, куда же без этого. Поэтому налогооблагаемая база будет сокращаться еще больше. Народ будет становиться все счастливее и счастливее. Холодильник все будет меньше и меньше. И в определенный момент холодильник победит дебилятор. Но это будет потом, в 2027 году, надеюсь. Не раньше. В 27-м? Надеюсь, 26 год должны продержаться, чтобы закончить украинскую аферу. А дальше станет весело. Ну, а дальше война с Европой, там уже вовсю говорят, что 27-й. Да, дальше. Они, правда, не успеют подготовиться, потому что украинцы сдадутся чуть раньше. И закончатся чуть раньше срока. Но... Не, ну вы так, Степан Геннадьевич, конечно, успеют подготовиться. Вы что? Ну, вот... Ну, они планируют к 29 году. Сегодня пришло видео, как... Простите, ну вот тоже, да? Они же все там любят животных, да? Вот это вот все. Какие места? Нет, ну, как бы... Всей душой имеется в виду. Высокие отношения, я понял. Всей душой. Вот пришли кадры вот эти, да, это кадры, ну вот непосредственно из границы, да, границы с Белоруссией. Литва, Беларусь. Поставили этот заборчик, похожий на стеночку этого Яценюка. Ну и лось, видимо, как бы, видите, как раз быстренько его и перепрыгнул. Поранил брюхо, наверное, конечно, об эти острые колья. Жалко животное. Но, тем не менее, смотрите, как отрабатывают по полной. Поэтому, в принципе, Прибалтика готова. Там же все начнется. Лось, курва. Перешел до границу, представляете? К Лукашенко просится. Надоели ему польские партизаны. Литовские стрелки. Литовские стрелки, это Литва, да. Ну, параллельно с этим, смотрите, в Украине-то, видимо, все очень и очень масштабно. Сегодня также, помимо вот этих укреплений, которые там показали, ну, или не сработали против лося, да. Но они же против танков, а не против лосей.
Вот эта Такое сетка, было техническое задание, такое построили. вот эта сетка Рабица, да, это против Да, танков. да. Ну вот смотрите, сегодня, Она мешает механику-водителю видеть, поэтому и все. Теряет ориентацию. ну, опять-таки, как можно видеть вот эту сеточку, да? Так, а какие там механики-водители, если верить западной прессе? Вот они, которые привыкли, но все равно мешает. Но смотрите, в Украине прям все выглядит очень потужно и масштабно, я вам хочу сказать. Сегодня он же был премьер-министром, а сейчас министр обороны. Шмыгаль поехал в Запорожскую область и оттуда привез просто сумасшедшие кадры и сумасшедшую статистику. Значит, это он в Запорожской области, так сказать, отправился туда и дал отчет. Представляете, министр обороны. Это линия обороны, которую успешно возводят. Конечно, значит, Могут не успеть такими темпами. У ну, вас Дальневосточный экспресс движется, что могут не успеть. смотрите, в общем, по всей такая вот это масштаб, который сейчас демонстрирует, по всей линии фронта строят. Значит, специальная служба транспорта, большое количество укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях. Ну, понятно. Да. Значит, силами построено уже 200 взводных опорных пунктов, 3000 километров противотанкового рва, 1000 километров заградительных пирамид, 16 тысяч барьерного рубежа Егоза и 4000 километров малозаметного препятствия. И вот это вот, собственно, должно всех... Ну, видео на ускорке, это чтобы показать масштаб. Смотрите, как все вот это все выглядит. Вроде как в Запорожской области, ну, а там как бы поди знай, да. Видео, конечно, сейчас доверять нельзя никакому, но, тем не менее... Вселяет же уверенность, что вот эти торвы... Строят, пытаются успеть, да. Особенно в Запорожской области, потому что линию-то уже там прорвали в 2 местах обороны. Последняя, которая была. Река там и не Янычар, а все время забываю название этой реки. У Гуляйполя. Угу. Там ее чуть севернее уже в 2 местах прорвали. И будут просто теперь Орехов, скорее всего, обходить уже с севера. Строят там, да. Ну, посмотрим, успеет или нет. Ну, вы думаете, что будут идти до Днепра? Ну, неправда. И даже дальше. Ну, потому что, знаете, вот вы дошли до Днепра. Запорожская область, она где? Она, значит, в составе России. Значит, нужно будет делать что правильно? Санитарную зону. Санитарная зона уже на другом берегу Днепра. Ее же делать придется. А там еще где-то референдум состоится, где оставшиеся скажут, да, мы хотим в состав России. Значит, санитарную зону надо еще будет расширять на запад. Ну и все. Так а как после такой войны люди могут захотеть в Россию? А куда им ходить в Украину? В России, пожалуйста, тебе и лепездричество, и жратва, и выплаты, и медообслуживание, все на свете. И работа по восстановлению. А на Западе что? Как что? Европейские ценности. Ну, как-то, я думаю, украинцы уже мало в себя пришли там, что, как говорится, да. Кто не скачет, тот живой. Да, хороший перефраз. 3,5 Поговорки. года. Там еще вторая была часть. Помните, вы мне сказали там, слава Украине, я сказал, лохам слава. Так оно и есть. Значит, Года. друзья, ну, в общем, сейчас будем подводить итоги нашего сегодняшнего опроса. У меня просто важный момент, очень важный момент. Так, а есть какая-то вероятность, вот мы Путина послушали на прямой линии, вот мы сейчас наблюдаем Зеленского по итогам переговоров в Майами. Ну, Дмитриев вообще там Арктику развивает с американцами, он уже сообщение оттуда написал. Да. Понимаете? Есть шансы, что вот так вот с бухты-барахты возьмут и рождественское перемирие объявят, например. Не объявят. Путин уже сказал никакого перемирия. Все. Просвистели. Даже на один день? Даже на один день. Чтоб Трампа уважить, поддержать его в нелегкой борьбе с прошлым. Зачем от него? Я думаю, что и Путин, и его начальник уже от Трампа устали. Рыжего сукно барачек.
Серьезно, достал уже всех своей неуправляемостью, непредсказуемостью. А сукно зеленое? А какой попадется? Так, друзья, значит, вот такие у нас итоги сегодняшнего нашего опроса. Как по вашему Просто, извините, я вас мнению? перебью вот по поводу ублажения Трампа. Мадуро его на одном месте вертит. Китайцы вертят. Чего его ублажать-то, его вертеть надо. Нравится, не нравится, это его проблема. Так, значит, итоги опроса сегодняшнего, они вот такие. Ну, по поводу всяких Да. слабостей Трампа. Как по вашему мнению, там же, ну, вы же видели это сообщение, что пришел Эпштейн, говорит, хорошая 14-летняя девочка, тот кивнул, Да. говорит, хорошая. Ну, а дальше черное поле, ну, отредактировано, да. Да. То есть так редактировали, а вот это оставили, представляете? Ну, чтобы, ну, наверное, Ну, помочь знаете надо. ли, ведутся процессуальные действия, оказывается, которых никогда не было. Уже. Давно. Как, по вашему мнению, удастся Трампу отмыться от наследия Эпштейна? 7% победой в войнушке с Венесуэлой, 10% Нобелевкой за мир в Украине, 15% никак, там у Кремля есть компромат, короче, это будет теперь с Как он ним у Бубы. Да. всегда. Как Хуба у Бубы. Ну, а 69% считают, что это все вообще мелочи, повоняют и забудут, понимаете, и отмываться не придется. Это не мелочи для электората. Для мага это не мелочь. Слово совсем. И он его потерял своими действиями, на мой взгляд. Друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества в телеграм-канале закрытого. Поехали. Анна. Степан Геннадьевич, у Шелеста политолог Золотарев сказал, что Рубио отстранили от переговоров по Украине. Правда, что ли? Он, Рубио в смысле, как-то вообще не шибко успешен во внешней политике, окуклился в доктрине Монро и экранирует Хексета с его венесуэльскими лодками. А как же великая американская дипломатия отдана другу и зятю? У них, значит, полномочия есть, а у Госсека нет. Чье место занимает Рубио? И сделали бы уже Кушнера тогда Госсеком? Прокомментируйте, пожалуйста. Во-первых, ни у Кушнера, ни у Виткофа никаких полномочий нет. Поэтому о чем с ними договариваться, какие они могут дать гарантии, вообще непонятно. И по факту, ну, поговорил ты с ними 5 часов, да. Через несколько дней они сидят и молча слушают того же Мерца, который говорит вещи, которые диаметрально противоположны тем, о которых якобы они 5 часов разговаривали в Кремле. Например. Мгм. Скажем так, уровень их компетенций никакой. Их результаты, ну, посмотрите на так называемый мир в Газе. Кого они там еще мерили? Там никакого мира нет и не будет. Поэтому, как вам сказать, нельзя все это воспринимать, на мой взгляд, за чистую монету. Это даже на это внимание обращать не стоит. Это мышиная возня. Она вам просто показывает на то, насколько неадекватен и психически нездоров Трамп и его администрация. Я с удивлением тут узнал, поговорив, ну, с некоторыми людьми, скажем так, не последними. Причем не я был инициатором этого разговора. То кремлевские реально считают, что Трамп управляет своей администрацией. Что не администрация, как говорится, свита танцует царя. Что не администрация танцует Трампа, а Трамп действительно может, типа, внимание держать больше 10 секунд на чем-то. А там все очень просто. Ну, брифинги ему Талси Габбард не делает. 2 раза в неделю она делает брифинги. Венсу, например, всю информацию Трампу, брифинг ему делает в формате Fox News. Такие по 10-15 секунд, чтобы он на чем-то задержался. А почему Трамп так часто меняет свою точку зрения и свои действия? Ну, все это зависит от того, кто последний у него сидел на ушах. Поэтому это слабоумный, как говорю, синильный самодур. В чистом виде. Ничего он не контролирует в своей администрации. И самое главное, обратите внимание, как вся его администрация воспевает Трампа и относится к Трампу. О, великий Трамп. О, великий повелитель и тому подобное. Вас это не напрягает, что администрация относится к Трампу
как, знаете, вот такому идиоту, которого нужно ублажать. Ну, как Рюта правильно сделал. Папочка приехал. Все нормально. Папочка. С этой точки зрения стратегия и тактика того же Дмитриева очень правильная. Дмитрий же пишет там в телеграм-канале, какой великий Трамп, там водка Трамп, например, еще что-то, еще что-то. Абсолютно правильная тактика. Вопрос, зачем это нужно? Потому что вам любой психиатр скажет, что такие люди понимают только одно. Удар дубины по башке. Да, он там сначала будет грозен, спылит, а потом болит-то оно болит. Второй-то раз получать уже не хочется. Ну, китайцы, товарищ Си, вот у Трампа, по всей видимости, как ему напоют на ухо, что нужно начинать войну серьезную с Венесуэлой. Заснет, ему в снах приходит товарищ Си. Он пописается, покакается в постельку, в кроватку свою. Утром встает и думает, не надо. Второй раз так меня. Ну, я утрирую, но просто посмотрите, это же нездоровая ситуация в администрации, от слова совсем. То Ну, есть, с одной смотрите, стороны, игнорировать его нельзя, да, но вот хочется ему там вот FIFA его ублажила, дали ему первую премию мира FIFA. Ну, посмотрите, чувак был рад, он радовался как ребенок. ну такой Брежнев с кучей орденов. Да это не Брежнев, это тот же Байден, только Байден, он был тихий, радовался мороженку. Мороженку принесли, он разворачивался, за ним шел. А этот любит все блестящее, золотое и буйный. Вся разница. Ведь, еще раз, я просто, чтобы вы понимали, что я, хотя я вот уже много раз в этом оказывался прав в природе, еще не все, правда, поняли. Знаете, выражение «вшивый все о бане». Мгм. Вот Трамп регулярно нам говорит, что вчера я прошел самый тяжелый в мире когнитивный тест. Ни один президент его не мог пройти, даже близко не мог. Там было огромное количество врачей. Он состоял из трех частей. И я прошел его на ура. У меня IQ 1000. Думаешь, блин. Ну уж не надо так акцентировать внимание на своем слабоумии, что называется. Да, ну, люди, которые не понимают, вообще им нельзя заниматься ни политикой, ничем, ни управлением. Это элементарное. Да, политика, конечно, скатилась. Но мы в начале Да, ну, срока это Зеленского, называется, милые люди, деградация элит. Неизбежный процесс. Не я первый раз в помню, истории. в начале срока Зеленского еще с Богданом, он там то в Одессе купался на море, то шаурму ел, то в Тесле ехал, что-то разговаривал. А тут недавно напомнили, что он в феврале 2021 года абсолютно спокойно в украинском книжном купил томик Булгакова. Показал чеки, говорит, вот, это так нелепо смотрится вот по прошествию вот этих лет, да, сейчас, когда Булгакова сносят. Ну вот сегодня, да, вот Да. памятник и музей тут тоже ликвидируют, не место шовинисту, киевлянину. Это говорит, скажем так, не о Булгакове, а об украинцах. Очень много. Ну, безусловно, и, конечно, тут... А начиналось-то Вы же все знаете, как... как в Москве Да. его взяли бы, снесли памятник там Тарасу Шевченко. Ну, никого же даже в голову не придет это сделать. Почувствуйте разницу, что называется. Продолжаем. Значит, вопрос. По Одессе долбят не один день. Как вы думаете, Дима спрашивает, решение брать Одессу принято? Я думаю, да. Ну, не прямо сейчас, но Одессу... Во-первых, все это можно было делать еще год назад. Все средства поражения уже были в достаточном количестве развиты. Но было такое заболевание тяжелое, психическое, называется трампнашизм. Вроде как проходит. Что такое Одесса? Это, во-первых, морские ворота. Это связь с Румынией. Если вы закрываете Одесский порт, если вы закрываете два моста, их уничтожаете, связь с Румынией прорывается. А через Румынию идут и ГСМ, и военные грузы. Все, что только не идет. И причем достаточное количество валюты Украина получает от внешней торговли через Одесский порт и через те же румынские мосты. Вот Врубай. понимаете, вот вы это сейчас произносите, это последние сутки очень много экспертов, таких украинских экспертов тоже об этом говорит. Смотрите, будет дефицит топлива, будет дефицит Да. еды,
будет дефицит всего. Да, вот Да. когда А знаете, ударили... зачем это делается? Я вам сказал 3 года назад, как будет все заканчиваться. Зеленский же тут начал поднимать вопрос о референдуме, что украинцы не поддержат. Я не знаю, я не могу верить украинским соцопросам. Я вообще любым соцопросам, что в России, что в Украине. Ну, так. Но народ нужно подготовить морально к тому, чтобы ради еды, тепла и света он был согласен на все. Вот его готовят. Ну, молния, Степан Геннадьевич, молния. Мы в прямом эфире сейчас, да, у нас И нас ударила молния. Столько людей 20, радовалось. 20:20 сейчас у нас по Киеву, 21:20 по Москве, 20 число. 2020, 20 число. Значит, Зеленский, вопрос по поводу финансирования на 26-й год закрыт. Обещаниями закрыто. Посмотрим, что будет по факту. Вот так вот. Продолжаем вопросы. Значит, вот такой еще вопрос из клуба зрителей, и потом переместимся в сообщество YouTube. Значит, интересный, кстати, вопрос. Степан Геннадьевич, Сергей интересуется. На ваш взгляд, для Володьки Зеленского есть свой Эпштейн? Я думаю, что с Ермаком все получалось. Не нужен ему Эпштейн. Для него есть ФБР, НАБУ. Вот такие вещи. Ну, Ермак сейчас сообщают страшное. Говорят, в загородной резиденции в Конче-Заспе. Он там каждый день с ним встречается по вечерам. Ну, а любовь, что? Ну, как говорят, Нет, бывает ли мужская дружба? Да, бывает, но потом природа берет свое, поэтому естественный процесс. нет, ну к тому, что он в ВСУ не пошел, а теперь будет руководить бэк-офисом президента, а тут же видите как, никого не назначает, ну, чтобы не обидеть, наверное, после расставания. Наверное, все-таки, знаете, это когда вот ушел Ховард, я до сих пор не могу взять другую собаку. Прошло уже 4 года. Вполне возможно, такой вот однолюб, верный человек. Видите, как позитивное что-то раскопали, это уже хорошо. Да, 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 да. Это преданность, это на самом деле великая вещь. Значит, поехали. Сообщество. 18 декабря. Иран захватил 2 танкера, которые шли под флагом Британии. С чьей подачи, как вы считаете? Оксана интересуется. Нет, с чьей подачи? То есть, американцы можно захватывать венесуэльские танкеры, а иранцам нет, что ли? Можно, конечно. А с чьей подачи, а что? Ну, Иран, Россия и КНР за Иран полностью вписались. Иран может делать все, что хочет. Кто может это сделать? Никто. А если кто-то сделает, ну, полетит сотни ракет иранских. Ну, и всех желаний пропадет. Все нормально. Так, продолжаем. Лена. Офис федерального канцлера Германии Мерца подготовил законопроект, который превращает немецкую разведку в инструмент прямой диверсионной войны. Как стало известно, АРД, ведомство планирует наделить Федеральную разведывательную службу, БНД, полномочиями по совершению диверсий на территории других государств и проведению киберопераций для вывода из строя вражеских систем вооружений. Для полного сходства с Третьим рейхом Мерцу что? Стоит возродить Гестапо? Абвер? Спрашивает Лена. Ну, для полного сходства для начала Мерцу нужно построить промышленность, военную промышленность и как-то прилиться с национальной идеей. Ну, а потом уже можно говорить о таких, знаете, финтиклюшечках, которые можно вешать уже для полного сходства. В германском Бундестаге впервые в истории празднуют Хануку. Каким будет Майнат в Германии? Или не все так просто? Это пещерный антисемитизм и каннибалофобия. Чего? Что такое Ну, Майнат? празднуют Хануку, ну, празднуют. Ну, что, украинцы тоже Хануку празднуют. И ТЦК молчит. Не, ну там начали в последнее время проверять в Одессе вот этих ряженых, потому Да, что... да, 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 да. Ну, покажи обрез, да. Убери документы, покажи обрез.
Ну, потому что начали переодеваться в эти пейсы, вот это, а их не трогают, а наши, короче, мужики начали в эти все рядиться, бороды клеить, А вот, отпускать. кстати, а почему не трогают украинских граждан ну, такого вот вероисповедования? Непонятно тоже. Это какая-то дискриминация. Ой, значит, злые языки говорят, что нынешние мирные переговоры – имитация бурной деятельности. На самом деле идет размен Венесуэлы на Украину и Прибалтику. Что вы думаете по этому поводу? Никакого размена нет. Понимаете, еще раз, вот Россия, Китай, ну, Китай чуть в меньшей степени, США, Евросоюз – это акторы в некой игре. А, И, скажем так, зачем разменивать что-то, вот это тебе принадлежит. Зачем тебе это разменивать на что-то, что ни при каких условиях не будет принадлежать твоему противнику? Смысл? Так и вот Украину и Венесуэлу. Что может сделать США для Украины? Ничего. Что может сделать Россия с Китаем, Венесуэлой для США? Ну, Вьетнам, Афганистан умноженный на 10. В силу определенных причин. Вообще, вот за копейки. За реальные копейки. Просто надо понимать настроение в Латинской Америке по отношению к Грингос. Как они там всех достали. В продолжение вопроса от Ивана, когда в Америке, ну давайте, чтоб не быть... Что там, гражданская война опять? Не-не-не, когда темненькие возьмут власть в свои руки и загнобят беленьких хозяев. Уже давно так. Уже захватили и загнобили. Ну, Волк, пожалуйста, БЛМ, пожалуйста, это что такое? Самый ущербный и задавленный человек в США – это ВАСП. Найдите перевод в Google. Это я на своей шкуре почувствовал. Хотя я не ВАСП, но для большинства с ним ассоциировался. То есть, как мы шутили в Чикагском университете, если хочешь сразу получить полного профессора, убейся башкой об стену, чтобы у тебя полголовы не было. Поломай себе ноги, покрась в черный цвет и скажи, что ты педик. Тебе сразу дадут полного профессора. В любом университете страны. Так, значит, ну, очень, кстати, такой животрепещущая тема, я смотрю. Елена Васильева, значит, пишет, не могли бы спросить Степана, почему глобалисты ведут политику снижения численности населения на планете и больше именно белого населения? Трансгендеры, вот то, что вы перечислили, воук, смена пола, все в основном заходит на белое население. К тому же очень сильно снижается уровень образования. Как выясняется, в Да, Америке некоторые ученики читать не умеют. да. Для чего это делается? Может, для этого вводят искусственный интеллект, всякие чат-боты, чтобы люди вообще разленились и стали инфантильными и Да, превратились в овощи? да. Зачем это нужно даже супербогатым? Во-первых, Интересно жить в обществе дауна в знак вопроса и даун, еще раз, даунами легко управлять. Идиотами управлять легче всего. Это первое. Второе, есть, скажем так, формальные причины, почему белых уничтожают за кулисы. Ну, потому что якобы они там познали свободу, равенство и братство, и вообще там пятое, десятое, ими тяжело управлять. Но есть некоторые, на самом деле, реальные метафизические причины, почему это делают. Ну, белых, да, их либо делают из них дебилов, как, например, в Британии. В Британии уже все белым хана. Там все. Причем самое интересное, что, знаете, есть такая, все с умным видом говорят такие вещи. Я говорю, ну, британцы, британская элита, она транснациональная. Мгм. Она уже уехала, типа, это можно все в парашу превращать. Я хочу задать вопрос. Ребята, вот что гарантирует этой транснациональной элите то, что в какой-нибудь стране их просто не освежуют и не ошкурят? Вопрос. Гарантирует это, например, британское гражданство. Но если нет Британии, то это гражданство с этим паспортом можно подтираться, тебя освежуют. А элита, так называемая, этого не понимает. И все говорящие тоже. Поэтому большая кристальная ночь уже не за горами, товарищи.
Хороший, хорошее резюме. Ой, спрашивает пользователь, уважаемый Степан, оказывается, что война между Турцией и Израилем, в этой войне Иран лишь прокси. Раскройте эту тему, пожалуйста. Бред силка было. Здесь раскрывать нечего. Иран, чтобы вы понимали, прокси Китая, который вошел на Ближний Восток, чтобы контролировать не столько нефть, сколько транспортный коридор, логистический коридор. И все. А Турция, это Иран не прокси Турции. Где вы эту чушь начитались? Турция сейчас, скажем так, не зря же новый папа первый свой визит к Эрдогану. В свое время Эрдоган присягнул этому самому Ватикану, потому что Эрдоган пришел, сказал, хочу строить большой тюркский империя, слушай, да. Ему красный коврик такой раскатали в Ватикане. Да, о, великий паша. Там, ну, они умеют такими неполноценными людьми общаться. Да, да, мы готовы, все, мы благословляемся. Зачем? Ну, потому что Ватикан всегда работал с исламским миром, является между представителем исламского мира в цивилизации, цивилизации исламским миром, в основном через саудитов. Поэтому, когда саудиты с Ираном долго плохо дружили, скажем так, тут появляется товарищ Си, за 6 месяцев их мерит, это сказал, ну, понятно все. Так вот, они начали саудиты вилять попой, как говорят в некоторых местах, задом вилять. Поэтому им, скажем так, быстренько сделали конкурента Мгм. великого Пашу. Вот. Ну, великие, ну, понятно, что саудиты из них вояки никакие. Нужно решать израильский вопрос и американский вопрос на Ближнем Востоке. То есть ЧВК оттуда убирать и пиндосов. И вот сейчас дали Эрдогану зеленый свет. И уже сами еврейцы говорят, что это вот это даже еще больше зло, чем Иран. Ну понятно, да. Ребят, ну вы не потянете, вы Иран-то не можете потянуть, они с вас кончат. Я, если честно, прозрел. Это по поводу ватиканских этих всех дел. Между тем, Эрдоган, несмотря на все запреты, которые он там говорит, прекрасно торгует с Израилем. Да. Через третьи страны. Но я прозрел, знаете, что в Ливии, по-моему, да? В Ливии космодром строят турки. Бывает. Да. То есть ты так Не, ну они же контролируют половину Ливии. Они что, у них есть свои прокси. Они контролируют. Нет, я к чему? Я к тому, что вот смотрите, тут же тоже можно там, кто-то посмеивается, кто-то еще что-то. А так, если разобраться, давайте так вот просто подумаем. Значит, подводные лодки, пожалуйста, там технологии уже есть, уже конкретно. Люди вообще не понимают, что такое Турция, какой у них мощнейший ВПК, если вы к этому от слова совсем. Мощнейший ВПК, у них мощнейшая промышленность. Тот же туризм им там дает, я не знаю, может быть 7-8% ВПК. Это мощнейшая индустриальная страна. Люди этого не понимают. От слова совсем. Да, они строят космодром. И они таки запустят, свой носитель сделают. Так, продолжим. Значит, Просто, извините, я добавлю, Эрдоган все время, он правильно сделал. Он сделал ставку на, как и иранцы в свое время, на внутреннее развитие ВПК. То есть, в принципе, они себя, по большому счету, может быть, за исключением авиационных двигателей, могут обеспечить. То есть, они в этом смысле более-менее суверенны. значит, здравствуйте. Задайте, пожалуйста, короткие вопросы Степану. Первый. Не один раз слышал от вас о возможном срыве цифровизации славян из-за неустойчивого интернета. Ну так вроде уже успешно протестировали оплату цифровыми деньгами без наличия интернета. Это как? Не знаю, цифровыми деньгами без наличия интернета. Через Starlink?
Не знаю, не знаю, не знаю. Хорошо, вы говорили о мировых планах, которые постоянно не получаются в наших странах. Согласен с вами, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, можно воровать миллионы без последствий, можно бусифицировать мужиков вопреки всем законам. Это же страна безграничных возможностей. Бедный Мерц, наверное, жалеет, что он не украинец. Можно по этому поводу мнение Тимура. Владимир. Ну, беспредел, только в Украине беспредел ярко выражен, потому что режим попал в такие условия. А вы думаете, в той же просвещенной Германии будет что-то по-другому? Когда у вас оппозиционная партия, ее МВД преследует, спецслужбы преследуют, когда перед выборами у вас, по-моему, 7, я имею в виду АФД, 7 или 8 кандидатов, лидирующих в своих округах, вдруг умирают в расцвете сил, когда у вас есть мысли преступления. Просто там еще жирок есть, как там у киевского режима просто жир не остался. Все, это вот они пришли к своему логическому завершению, поэтому начали зверствовать. А из чего начиналось, вспомните. Любовь, дружба, жвачка, европейский путь. Когда началась война, сплошной патриотизм. Все хорошо, население поддерживает армию. Потом, когда потенциал закончился, начались проблемы, звериный оскал режима начал вылезать. Вы думаете, на Западе по-другому или в России по-другому? Вспомните первую российскую мобилизацию. Но поскольку у России есть то, чего нет у Украины, у Запада, а именно стратегическая глубина, об этом 100 раз говорилось. И войны – это войны цифр, цифры на нашей стороне. Были учтены уроки первой мобилизации. А, Вот и все. А у Украины нет такой возможности, и не было никогда. Значит, Учитывать эти уроки и что-то менять. ну Все очень давайте, просто. ну давайте тоже, смотрите, вот тоже многие же говорят, и в принципе эти аргументы принимаются, мол, а чё так вот это вот с Украиной, почему так долго? Потому что Украина тоже большая страна, Да, и там тоже есть стратегическая, да. ну, глубина достаточно серьезная. Это там большущая европейская страна. Мощнейшая линия фронта, которая была построена, все эти линии укрепления в несколько укрепления в несколько линий. Ведь через что сейчас прогрызаются? Сейчас прогрызаются через последние линии укрепления обороны. Все эти 4 года. Плюс, посмотрите, какая российская армия входила в Украину. И что она представляет из себя сейчас. Это совершенно другая армия. То есть, от слова совсем. Посмотрите на ту же украинскую армию, которая была в начале, как она была экипирована, как она была обучена, какое у нее было вооружение, огромные средства. Вспомните, где сейчас бойкотары, в каком месте? А тогда же ведь, извините, детей называли бойкотарами. Почему? Вот Байрактар, такая армия к нам приперлась с Востока, да, непонятно. Байрактары, не Без обижайте. ПВО, без всего. Не обижайте детей, может, они уже подросли и смотрят нашу с вами программу. Да, буквально, извините, байрактарчики. Байрактарчики, простите У нас, вас эти пожалуйста. самые, да, вы А, встретились не с теми ребятами. чики же тоже. Буквально через год, полтора, наверное, байрактары исчезли. Турки сказали, не надо нам такой плохой рекламы. Почему? Ну, потому что насытили линию фронта ПВО и тому подобное. Сейчас ведь воюет совершенно другая армия. А украинская армия, грубо говоря, из укомплектованной, экипированной западной армии превратилась сейчас уже давно, год, наверное, если больше лет, в ту армию, которая входила в Украину с востока. Армия, которая входила с востока, Ну, я с превратилась... вами, смотрите, я с вами буду спорить в этом отношении. Мне кажется, вообще две армии, те, которые реально воюют, внимание, ну, которые друг с другом, они стали похожи друг на друга. То есть Дронщики. у россиян оптоволокно, да, пошли шаги вот этого Первые, развития. да, кстати. Поехали украинцы тоже, начали эту леску Ну, мотать. это первое. Это, пожалуй, на самом деле, это самое главное. Вы абсолютно правы, потому что а, боевые действия, вообще война поменялась. Они полностью поменялись. Боевые действия. Да, Понимаете, вы можете уничтожить противника за линией фронта. Легко. Но вы не сможете продвинуться. Потому что говорят, а где прорывы? Дебилы. Дебилы реально только могут так говорить. Потому что
вы не можете обеспечить логистику для большого наступления, потому что все будет уничтожено. Отсюда вот такой вид боевых действий. Практически, если его сравнивать, ну, наверное, это Первая мировая война. Когда, в общем, была такая, знаете, патовая ситуация. Значит, заглянем в чат трансляции. Значит, тут поехали, ребята, давайте проясним. Беднейшая страна Турции. Смотрите, речь шла не о ВВП Турции, не о богатстве, а о ВПК. Внимание, ВПК турецком. Да. Там тоже своя царь-бомба недавно обеспечил, этот космодром строят, то есть там все как бы... А то, что там как люди живут, да, ну, вот в этой глубине Турции, это же другая тема совсем. И то, что там с валютой проблемы, и с Ну, мы-то экономикой. говорили об ВПК, что это и вообще о промышленном потенциале он мощнейший. То есть это немного, ну, скажем так, это немного другие вещи. Когда будут сбивать спутники НАТО над территорией России, спрашивает пользователь. Я думаю, если начнутся серьезные боевые действия с НАТО, их будут сбивать, будут уничтожены, как и группировка Starlink. Но не физически, нет. Группировка Starlink уничтожается на самом деле вирусом. Вопрос к Степану от Валераута. От Валера. Валера, да. Валера тут. Валера тут. Да, или Валера в ауте. Валера в ауте. Вопрос к Степану. Орбан тоже считается свинком европейским? Нет, Орбан, он подсвинок американский. Но вообще, на самом деле, уникальный мужик. Вот, вертит их как только может. Получает свои 10 ярдов обещанной помощи. Но во время голосования выходит кофеек попить. Возвращается, с него же проголосовали. Какая незадача. Такой куркуль нормально. Вопрос. Кипиш у Венесуэлы, санкции Лукойл, Роснефть, атака на танкеры, нефтевышки, угроза Ирану. Почему нефть не дорожает? Раньше в каждый чих скачки были на 3-5 долларов моментом. В ОПЕК плюс причина. Да потому что огромный перевес сейчас предложения, да, над спросом. Как раз вот много раз уже тоже говорилось. ОПЕК наращивал добычу. Я думаю, нафига ее наращивают, опускать цены. Уже даже Москва начала возражать. А они это делали очень просто. Как только достигли превышения предложения над спросом где-то в 3 миллиона баррелей в день, посчитали, прикинули, что это будет типа до конца второго квартала 2026 года, тут же пиндосы выплыли своими санкциями нефтяными на Россию. Мгм. Значит, вопрос, На самом Степан. деле-то они, хотя отгрузки вот нефти ничуть не уменьшились, они пошли теперь, если вы посмотрите на графики, по назначению поставки. В Китай и в Индию они очень сильно упали, но на такую же величину суммарную вырос график поставок в неизвестную Азию. Но цены, которые сейчас дают, дисконт для китайцев, он уже достигает 30 долларов за баррель. Это называется наш стратегический партнер. Мгм. Значит, вот такой очень интересный вопрос, Степан Геннадьевич. Так называемый утиль сбора в России теперь превышает стоимость производства автомобиля уровня ВАЗ, выше ВАЗа в других странах. Почему? Поможет это АвтоВАЗу? Нет, ему ничто не поможет. А чего вы Ну, так история показывает, не что ему ничто верите? не поможет. Не, ну там был один нормальный директор, да я не знаю, как он туда попал, это Бо Андерсон. Если вы, скажем так, не знаете его историю, то первое, с чего он начал, он почистил все туалеты в АвтоВАЗе. Когда он туда зашел, потому что люди должны уважать свою работу, должны чувствовать себя уважаемыми, у них должен быть чистый туалет для начала. Но потом Бо Андерсон, по всей видимости, не поняв российскую специфику, начал заниматься оптимизацией поставок и поставщиками. Тут-то его Ростех и турнул. И все. Что вам нужно знать об АвтоВАЗе? Значит, Я вам анекдот лучше расскажу.
Про Да, АвтоВАЗ? да. Ну, Ну так, уволили с АвтоВАЗа. Очень такой в тему анекдот. Сразу проясняет многие в ваших головах, я надеюсь. Уволили с АвтоВАЗа 2 инженеров. Ну, они лежат на травке, на холмике. Внизу, значит, ворота завода, из которых уезжают новые машины. Все пьют, закусывают. И так вот лежат там несколько месяцев. Бац, АвтоВАЗ заходит Рено. Завозят новый конвейер, все, сборочные цехи, оборудование, все. Торжественный выпуск первой машины. Фигак Лада. Они так, Короче, Рено закрывает эту бодягу, заходит Тойота, та же самая история. В конце концов заходит Мерседес, тоже все переделывает, оборудование, линии. Выкатывается первая машина из ворот. Лада. Один другому говорит. А, я ж тебе говорил, место проклято, а ты все, руки из жопы растут, руки из жопы растут. Так что АвтоВАЗ ничего не изменит. люди как-то переполошились, подсвинки. Это уже 2 дня гуляет по европейской Да, да, прессе. это теперь официально. Европейские подсвинки. Да, это теперь Минпросвещение в Ну так, словари. ну, так перевели, потому что там пиглец. В оригинале пиглец, ну, Ну, там с переводом на самом деле тяжело. Little Pig переводили, еще там что-то переводили. Ну, в общем, такой какой-то момент. ой, лучше бы Дмитрий Анатольевич присухи проводил. Вот это был бы, да. На Да, 3 значит, часа что отпуска. будет с Калининградской областью, спрашивает пользователь. Ну, нам генерал Донахью месяцев 6 озвучил следующее, что НАТО разработала планы, и все вооружение и персонал уже на местах, что вот эту козявку калининградскую оккупировать значительно быстрее, чем все могут представить за несколько часов. Напитки, может, и будут, потому что у европейцев, вернее, у Еврокомиссии, будем говорить так, у Евросоюза, у Еврокомиссии и у того же Мерца, у них отчаянное положение, потому что они сделали ставку, проиграли и удвоили ставку. У американцев хорошее выражение double down on stupid. Это то, что они делают. Вопрос от Александра Волкова. Пришла такая мысль. А что если из Бельгии хотят сделать новый швейцарский банк? Когда еще появится возможность заработать такой авторитет? Мол, смотрите, Какой авторитет? борцы, бляха-муха, не Какой поддались авторитет? Я не понял. коалиции желающих, похитит нажитое непосильным. Как думаете, есть такой вариант развития? Да не, ну, я не знаю, я это уже этот бред где-то читал. Ну, что, больные, что ли, на голову, реально? Активы заморожены без суда и следствия. Что в Швейцарии, что в Бельгии. Какой авторитет? Если бы Бельгия сказала, во, Евроклир, а не заморозка активов, Мгм. это был бы авторитет. А так, в чем авторитет, можете мне объяснить? Ну, не дали Нет, они влезть уже туда. нарушили, они уже послали право собственности куда подальше, без суда и следствия, замороженные активы. Более того, доход с этих активов уже воруется. О чем вообще? Какой авторитет? Я не знаю, у кого. Слушай, занимайтесь лучше своими, не знаю, там, плоскоземейством, чем-то таким вот. Адренохромом, вот этим вот. Ну, уже. Так, значит, почему тогда в Калининграде немцы покупают массово жилье, Да, потому спрашивают. что дешево, когда там будет Германия, там будет все дорогое. А там будет Германия? Ну, а что, они поляков, что ли, терпеть будут? Конечно. Исконные германские земли. Ну да, Пруссия. Да, мерцы всех милитаризирует. И снова будет пакт Молотова-Риббентропа. Почему такой незначительный резонанс на удары по танкерам в международных водах, и каковы перспективы такой войны? Это не первые удары, да, там потопили уже не одно судно, на самом деле. А резонанс, ну, не меня надо спрашивать. Я просто... Потому что то, что сейчас делает Евросоюз, ну, британские спецслужбы,
европейские спецслужбы руками, без украинцев, но на украинцев это вешают. Они делают примерно то же самое, что делают хуситы. Просто надо понимать простую вещь, что теми же маршрутами ходят большие такие корабли, газовозы называются. Мгм. Парочку газовозов ведь тоже может пролететь, а там будет такой фейерверк. Ну и что, и где прилет, что называется. Еще раз, мне вот кремлевские, они не понимают, по-моему, с кем имеют дело, а с такими людьми только вот дубины по башке. Тоже вот развеселило. Дуэль идет. Д'Артаньян вызвал на дуэль Илья Муромца. Д'Артаньян подзывает своего секунданта Пьеро. Пьеро, возьми мел и нарисуй этому примату точку на сердце. Пьеро подбегает к Илье Муромцу, поднимается на пятачки и рисует точечку. Илья Муромец смотрит: урод, что делаешь-то? Он нарисовал там точку, через нее пройдет моя шпага тебе в сердце. Я вот так почесал голову. Вась, Вась, иди сюда. Обсыпь эту мудилу мелом и дай мне мою булаву. Так это с ними надо. У вас зима тут, говорит, холодная. Пара газовозов слетели на воздух. Страховочка сразу вверх. Обходными маршрутами ходить надо. Цена. Воу! Ну и плюс это очень, Ну, сделал кто? Хуситы. очень хорошо укладывается еще в ту информацию, которую вы поделились сегодня, что вполне себе Кушнер и Витков поговорили с Путиным, и что так долго, о том, как запускать то ли там восстанавливать недолго, то ли Я, рабочую скажем так, ветку я не Северного ручаюсь потока. за то, что это абсолютно информация абсолютно соответствует действительности. У меня есть веские причины считать, что это так. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на сегодняшнем прямом эфире. Следующая встреча, как обычно, в четверг, да, это вот ввиду всяких неожиданных, но очень важных причин отсутствия, да, последние дни эфиров, мы вот сдвинулись на субботу. А так, как обычно, как говорится, на том же месте, в тот же час, Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. И еще хотелось бы объяснить телезрителям, что шаббат, он от заката солнца до заката солнца. Поэтому, когда мы с Александром ведем эфир, шаббат уже закончился. Вот где бы вы еще столь Такое узнали. столь ценную информацию, да вот так доходчиво и получили. Подпишитесь, пожалуйста, на Димуру, подпишитесь на канал Александра Шелеста. Не забудьте лайк поставить. Завтра, кстати, я еще раз напомню, самый темный день 25-го года. Так что сидите дома, бухайте. Всем всего хорошего, добра и